Друзья, мы снова с вами. Наконец-то мы закончили свое рабочее турне по международным выставкам недвижимости. И сегодня будем снимать новое видео. В первую очередь хочу сказать, что программа «Золотая виза» продолжает работать. Что с ней произойдет, будут ли изменения или ее закроют, пока официальных данных нет. Это только все домыслы всех остальных людей. Мы думаем, считаем, что программа еще будет работать как минимум 2-3 месяца. Сегодня расскажем о также других видах ВНЖ в Португалии. Олег мне в этом поможет. Олег, расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит с золотой визой? Если дополнить, официально обсуждение законопроекта по золотым визам, а также по вопросам жилья в Португалии начнется 19 мая в португальском парламенте. Сколько эти обсуждения продлятся, пока трудно сказать, потому что очень много пунктов, и золотая виза, по сути, это всего лишь один из многочисленных пунктов. Законопроект составлен на 44 страницах, и, как вы понимаете, это займет не один день, и, наверное, даже не одну неделю, пока в парламенте все выскажутся по поводу этого вопроса. Но помимо этого, значит, после обсуждения будут еще голосовать, и после голосования этот новый закон отправят на утверждение президенту страны. Президент еще отправляет закон в Конституционный суд, чтобы специалисты из Конституционного суда решили, насколько этот новый закон соответствует Конституции. И только потом, когда уже полностью будет принят новый закон, если он будет принят, тогда уже определят, в какой день этот закон входит в силу. И вот до этого дня программа «Золотая виза» работает по нынешнему закону, или, как многие говорят, по старому закону, хотя он на самом деле нынешний и он действующий. Как Люция сказала, по прогнозам это 2-3 месяца как минимум. Сейчас вот мы сделали с тобой провели много выставок международной по недвижимости, и на самом деле... То есть золотая виза интересна тем, кто не хочет проживать в Португалии постоянно, да? Но есть относительно много наших клиентов, которые, в общем-то, не прочь проживать в Португалии. И мне кажется, тогда им и не нужна золотая виза. Мы делим на две группы все виды ВНЖ. То есть, и золотая виза здесь стоит таким столбом для тех людей, которые действительно не хотят проживать в Португалии. И есть очень много других видов ВНЖ, которые позволяют людям получить этот ВНЖ для постоянного проживания в Португалии. Общее правило, если по золотым визам каждые 2 года нужно проводить в Португалии как минимум 14 дней, но можно жить постоянно, то по остальным видам ВНЖ за 2 года, на которые выдается первый ВНЖ, нельзя отсутствовать больше 6 месяцев подряд или 8 месяцев с перерывами. Что означает, что первые 2 года в среднем нужно жить в стране 8 месяцев в году. И да, таких видов ВНЖ на самом деле очень много. Сколько таких, самых главных, самых интересных видов на жительство есть? Какие они есть? Расскажи. Есть специфические виды ВНЖ для каких-то особых специалистов, для каких-то программ, утвержденных правительством. Мы о них сегодня говорить не будем, их много, но они очень специфические, интересны далеко не всем. Если разбить виды ВНЖ на несколько таких самых интересных программ, то стоит выделить здесь, во-первых, самую популярную программу в этом направлении – это D7 для финансово независимых лиц. Это новая программа, которая была введена 30 октября прошлого года, Digital Nomad. В основном это для людей, у которых есть работа на удаленке, но там должны быть подтверждены достаточно высокие доходы. Далее, D1 это виза по рабочему контракту, то есть на обычную работу можно устроиться и получить визу D1. D3 для высококвалифицированных специалистов. И, конечно же, студенческий ВНЖ, он интересует очень многих. Есть много людей, которые хотят учиться в Португалии, поступать в высшие учебные заведения, либо на специальные какие-то технические курсы, которые длятся больше 1 года. И по такому обучению можно тоже получить студенческую визу. А также есть D6, это для тех, кто уже живет в Португалии и хотят воссоединиться со своей семьей. То есть D6 это виза для воссоединения семьи с родственниками, которые находятся не в Португалии.
Имея определенный опыт, опять же, вот международных выставок по недвижимости, мы сделали вывод, что самая наиболее популярная такая виза португальская – это D7. Она пользуется определенным спросом у иностранцев. Расскажи, что это такое и, значит, вот как ее получить? D7 – это вид на жительство по визе D7, так правильно надо говорить, это вид на жительство для финансово независимых лиц. То есть для того, чтобы получить D7 и в дальнейшем получить ВНЖ, что нужно показать? Нужно иметь пассивный доход. И здесь очень многие наши клиенты путают и говорят нам, что у них хорошая зарплата. Зарплата не подходит, не считается пассивным доходом. Что считается пассивным доходом? Ну, самый популярный пассивный доход – это аренда жилья. Далее, интеллектуальная собственность, дивиденды от компании, проценты по вкладам. Вот то, что можно доказать, что можно получать, скажем так, не в результате какой-то трудовой деятельности. И еще один момент. Этот доход пассивный не должен быть в Португалии. Совершенно То верно. есть вы должны его привезти в Португалию откуда-то. Да, совершенно верно. То есть нужно показать, что пассивный доход есть за рубежом. Самое главное, что нужно знать, подходит ли определенный клиент под D7 или нет, это размер заработка. Здесь есть очень простая формула, как посчитать, подходит эта семья для того, чтобы подаваться на D7 или нет. Значит, есть всегда главный заявитель, есть члены его семьи. У главного заявителя должен быть минимальный доход на уровне минимальной зарплаты в Португалии, это 760 евро. У супруга или супруги, то есть у последующего взрослого, должно быть 50% от этой минимальной зарплаты. И у каждого несовершеннолетнего должно быть по 30% от этой минимальной зарплаты. Если в сумме ваш пассивный доход составляет больше, чем доход, который получается по этой формуле, то вы являетесь кандидатом на получение D7. Так, сейчас что по поводу жилья? По поводу этой визе. По поводу жилья нету, вообще только по золотой визе есть какие-то минимальные требования по инвестициям. То есть все остальные виды на жительство не предполагают, что надо что-то купить. Это означает, что по D7 можно купить квартиру в любом месте без каких-либо ограничений. Я читал в интернете некоторые высказывания, что надо купить квартиру минимум за 80 тысяч. Это неправда, это фейк. Можно купить любое жилье, и это уже будет подходить под D7. Но также можно арендовать. То есть для того, чтобы подать документы на D7 в консульство Португалии, в любой стране, ну, допустим, в Москве, нужно предоставить определенные документы. И у вас уже должен быть на руках контракт на аренду жилья, как минимум. Мы, конечно, в этом вопросе помогаем, потому что мы риэлторское агентство. У вас должен быть открытый счет в Португалии. Мы также занимаемся и решением этого вопроса. Ну и плюс остальные документы по семье. Если это, значит, семейная пара, то должно быть свидетельство о браке, чтобы сделать сразу же воссоединение с супругом или супругой. Свидетельство о рождении детей, соответственно, чтобы показать, что это именно дети главного заявителя. Справки о несудимости для всех, кто старше 16 лет. Весь этот процесс мы организуем, мы его структуризируем так, чтобы все документы были поданы правильно и не терять время, и не надо было бы перезаписываться. Здесь нужно говорить, что есть моменты, которые нужно решать по-разному в разных странах. Например, в России сейчас главная проблема, вот у нас, мы сейчас, значит, снимаем это видео 1 мая, сейчас записи в консульство Португалии в Москве на октябрь. Да, то есть мы советуем клиентам сначала с нашей помощью записаться в консульство, а потом уже начинать готовить все документы, так как времени у нас вполне достаточно. Такой вопрос для D7. Может ли главный инвестор, скажем так, и его семья взять еще бабушек-дедушек?
Главный заявитель может присоединить своих родителей и, соответственно, родителей супруги, супруга, если мы доказываем, вернее, главный заявитель доказывает, что они находятся у него на иждивении. Соответственно, за каждого последующего взрослого нужно показать еще 50% от минимальной зарплаты. Но да, это возможно. Общее правило, если родителям больше 65, то тут, собственно говоря, и доказывать ничего не надо. Не надо доказывать, что на иждивении. Если им меньше 65, то здесь уже нужно предоставить определенные доказательства. Доказательством может служить, например, какие-то определенные периодические или частые переводы денег на счет родителей, например. Да? То есть показать, что родители, собственно говоря, живут с помощью главного заявителя. Ну, по D7, я думаю, мы так более-менее разобрали. Если будут вопросы, пишите, пожалуйста, нам на канал, а мы будем отвечать. Следующую визу, которую мы сейчас рассмотрим, Digital Nomad. Ну да, Digital Nomad, наверное, хоть и самый новый такой тип визы, только 30 октября ввели этот новый закон, но при этом стала очень быстро популярной. В чем суть Digital Nomad? Суть в том, что надо показать работу на удаленке. Да? То есть у вас должен быть либо контракт на работу, либо контракт на предоставление услуг, но там должно быть отмечено, что вы выполняете эту работу на удаленке. То есть вы можете жить в Португалии и работать на иностранную компанию. И главным таким требованием для Digital Nomad это уровень дохода. И уровень дохода у главного заявителя должен быть уже не минимальная зарплата, как при D7, а 3040 евро. То есть 4 минимальные зарплаты. А вот по воссоединению семьи по программе Digital Nomad абсолютно такие же правила, как и по D7. То есть 50% от минимальной зарплаты, 30% от минимальной зарплаты на несовершеннолетнего. И есть еще одно большое отличие. D7 можно подавать и нужно подавать в консульстве Португалии за рубежом. Digital Nomad можно приехать по Шенген и здесь на месте подать на Digital Nomad. Вот это существенная разница, потому что есть люди, которые не хотят ждать до октября, записываться в консульство и так далее. Это далеко. Что касается недвижимости, то здесь тоже... Можно покупать, можно арендовать, но при этом и D7, и Digital Nomad по обоим программам нужно показать, что есть условия для проживания, будь то аренда или покупка. Дорогие друзья, мы сегодня поговорили о двух этих интересных видах на жительство в Португалии, да, самых популярных, наверное, по нашему мнению. Что касается вопросов, пишите, пожалуйста, нам на канал вопросы. Кто хочет подаваться на ВНЖ в Португалии, можете обращаться также к нам. Мы помогаем с арендой жилья, мы помогаем с покупкой жилья в Португалии, полная релокация. Счет в банке открываем. Да, обращайтесь к нам, будем ждать.